tissues by Vyanavayu, and the return is being rendered possible by the functioning of the Samanavayu. Очень важную функцию здесь играют два вида ветра, то есть два вида ваю. Это вьяна-ваю и самана-ваю. Раса путешествует по всему телу, попадая в хридая и из хридая в ткани посредством вьяна-ваю. И дальше из тканей продолжает циркулировать под действием самана-ваю. And we have already discussed the Hridaya and mind, the relationship. Hridaya is the seat of mind or manas. And the three gunas, sattva, raja, and tamas, also acts based on the Hridaya. So there is a bidirectional relationship between heart and mind. Мы с вами уже упомянули о том, что существует прямая взаимосвязь между сердцем и умом. Сердце является обителью манаса, и в том числе тригуны сатва, раджас и тамас, они тоже проявляются на уровне сердца. Поэтому существует так называемые двусторонние движения или двусторонние отношения между сердцем и умом. And this bidirectional interaction has some clinical significance as well, because we know that psychological factors, especially stress, anxiety, can have impact on the heart. There is a peculiar example of Takotsubo cardiomyopathy, where intense emotional stress can lead to cardiomyopathies. So this example gives the importance of this interaction between the mind and the heart. Вот эти двусторонние взаимоотношения между сердцем и умом имеют очень большую клиническую значимость. И есть один очень яркий пример из клинической практики. Например, мы знаем, что эмоциональное состояние, состояние ума непосредственно влияет на состояние сердца, особенно такие состояния, как стресс, повышенная тревожность, всегда выливаются в какие-то сердечные состояния. И вот один из примеров — это кардиомиопатия Такасуба. So, the mind has an important role in heart disorders, especially in predisposition, in modifying the already existing disease, as well as in case of prognosis. Таким образом, состояние ума играет очень большую роль для здоровья сердца, с одной стороны, с точки зрения предрасположенности к подобным заболеваниям, с другой стороны, в лечении и в прогнозах, которые мы имеем. Hridaya is also an important marma or a vital point in the body. The three main marmas explained in Ayurveda, Shira or the head, Hridaya or the heart, and Vasti or the bladder. And Hridaya is one of the important of these three marmas. Помимо этого, хридая является одной из важнейших марм, которые есть в нашем теле. Марма, мы знаем, что это важные жизненные точки или соединения. Выделяют три важнейших мармы — это шира — голова, хридая — сердце и васти — мочевой пузырь. Вы видите, что хридая как раз находится среди них. So when there is a trauma to the Hridaya Marma, these are the features that has been explained, which includes cough, dyspnea, weakness, thirst, dryness of the throat, seizure disorders, irrelevant talk, psychological disturbances, uh, or even death depending upon the severity of the trauma. Перечисляются различные последствия травмы хридая мармы. Среди них это кашель, диспноэ, слабость, повышенная жажда, ощущение сухости в горле, судороги, бессвязная речь, различные психологические расстройства и даже смерть. Now, after going through some of the basic physiological factors, let us dwell into the etiology or the causative factors of cardiovascular disorders according to the Ayurvedic view. So, the heart disease is termed as Hridroga in Ayurveda.
Прежде чем мы с вами углубимся в физиологические процессы, давайте посмотрим на этиологию сердечно-сосудистых заболеваний с точки зрения аюрведы. Во-первых, надо сказать, что сам термин сердечные заболевания в аюрведе называются хридрога. So the etiology can be basically classified into hereditary, congenital, or primary dosha vitiation, traumatic, environmental and seasonal, natural aging process, psychological, as well as idiopathic. Этиология заболевания может быть следующая. Оно может быть наследственным, врожденным, развиться из-за первичного расстройства какой-либо из ДОЖ, развиться ввиду травмы, также ввиду состояния окружающей среды или сезонных факторов, из-за естественных процессов старения, по психологическим причинам, а также идиопатическим причинам. The causes of dosha vitiation, especially the intrinsic causes, can be classified into diet and activities. And the table is self explanatory, so that I will give you some examples. Uh, you can go through this later on. Расстройство ДОЖ может происходить по разным, причинам, особенно, по разным внутренним, конституциональным причинам. Вот эта табличка, она говорит сама за себя. Я приведу вам, определенные примеры, но, в принципе, к такой таблице вы можете сами возвращаться. For example, dry food items, reduced food intake, and excessive fasting can lead to vada increase. In terms of activities, grief, excessive exertion can lead to increase of vata. Для каждой доши здесь описывается, какое питание и какой образ жизни будет влиять на развитие заболеваний. Вот, например, для ваты сухая пища, также урезанный рацион, голодание среди питания, да, а с точки зрения образа жизни это состояние горести, подавленности и чрезмерная физическая нагрузка. In case of pitta, intake of hot, sour, salty, pungent, spicy food items, excessive anger, exposure to heat, etc., can lead to pitta increase. Для питты это острая пища, кислая, соленая, горячая. А, а среди эмоций это гнев, злоба, а еще чрезмерное воздействие жары, тепла. So even though the causative factors are explained for individual doshas, most of the time in real life scenarios, a combination of these factors usually happens. So that usually in patients we will get more than one dosha increased lakshanas in the body. Несмотря на то, что для каждой доши выделяется своя группа причин в плане питания и образа жизни, но, как правило, в реальной жизни мы сталкиваемся с целым комплексом симптомов, взаимосвязанных между собой, потому что у большинства пациентов представлена комбинация нескольких дож в патологии, поэтому обычно среди лакшана, то есть симптомов, мы встречаем комбинации симптомов, характерных для разных дож. So let us look into what happens when each of the dosha vitiates in the hridaya. Посмотрим, какие симптомы мы будем наблюдать в зависимости от того, какая доша является причиной нарушений. So when vata dosha gets vitiated in the hridaya, it usually produces pain predominant pathologies, arrhythmias, dilated myopathies, pathologies of the valves, as well as pumping defects. Если причиной является вата, мы будем иметь дело с такими патологиями, где ярко выраженным симптомом будет боль, это аритмии, это различные дилатационные миопатии, патологии клапанов и дефекты перекачки крови. In case of pitta, it usually produces pain, especially burning pain, and inflammatory pathologies. Для питты тоже болевые ощущения, характеризующиеся ощущением жжения,
а также различные воспалительные патологии. And kapha usually produces hypertrophic myopathies, chamber enlargements, valvular pathologies, as well as effusion. Капха характеризуется различными гипертрофиями, также увеличением камер сердца, клапанные патологии и также выпоты, то есть скопление жидкости. And in terms of dhatus or doshyas, again, we have to look into certain causative factors that can lead to vitiation of the dhadus as well. So apart from the doshas, the food also insults the dhadus. So you can go through this table, and I will give you some examples from this. Касательно душья или дхату, которые нарушаются, также важно выделять факторы, которые приводят к расстройству тех или иных дхату в плане питания и образа жизни. Я тоже приведу вам примеры. We have already discussed that the three important srotas, the root is in the hridaya. So that is rasavaha, pranavaha, and raktavaha srotas. So factors that can insult these srotas can lead to disorders of the heart. Мы с вами уже выделили 3 разные вида каналов, которые начинаются в сердце. Это расавахашротас, пранавахашротас и рактавахашротас. Соответственно, те факторы, которые приводят к расстройству этих видов каналов, они непосредственно влияют еще и на здоровье сердца. Especially foods that are heavy to digest, which are very cold and very oily, overeating, and activities like excessive thinking and anxiety can insult the rasavaha srotas. Тяжелая пища, холодная, маслянистая, жирная, а также переедание. Все это может навредить как шротас, так и сердцу, а также чрезмерные мыслительные процессы и повышенная тревожность. And in case of pranavaha srotas, dry food items, food that usually leads to emaciation, then suppression of natural urges, exercise in the empty stomach, all these things can lead to vitiation of pranavaha srotas. Это мы с вами говорили про расаваха. Для пранаваха шротас это сухие продукты, сухая пища, также питание, которое приводит к истощению. Касательно образа жизни, это подавление естественных нужд, естественных позывов, также физические упражнения на голодный желудок. And in case of Raktavaha Srotas, Abhishanti Ahara, that means food items like curd, which causes stickiness in the Srotas, then Ushna, that is hot substances, and Drava, excessive liquid substances. When you take that in excessive quantity, best example is alcohol. So if you take such food items, it can insult the Raktavaha Srotas and indirectly lead to disorders of the heart. Касательно рактоваха шротас противопоказана абхишьянтия хара, то есть та пища, которая вызывает увеличение липкости в каналах. Например, сюда можно отнести творог. Также чрезмерно маслянистая жирная пища, ушна пища и такие напитки, как алкоголь. Suppression of natural urges, again, it's very important as far as an Ayurvedic concept of pathology in Hridroga is concerned. So, especially suppressing flatus, stool, urine, belching, thirst, post exertional tachypnea, and tears can lead to heart diseases. But we have to keep in mind suppressing these urges once in a while does not cause a heart disease. But if you make a habit of suppressing these natural urges continuously for a prolonged time, then this can lead to disorders of the heart. Подавление естественных позывов играет очень важную роль в развитии заболеваний, особенно сердечных заболеваний. Сюда мы относим сдерживание газов, дефекации, мочеиспускания, отрыжки, сдерживание жажды, то есть не пьем, когда хочется, сдерживание учащенного дыхания после физических упражнений, сдерживание слез.
Должен сказать, что, конечно, сдерживание естественного позыва, если это делается единожды, да, один-два раза, конечно, само по себе не приводит к заболеванию. Однако, если это возводится уже в привычку и является частью регулярного образа жизни, то тогда это может нести с собой проблемы. So there is this concept of Udavarta in Ayurveda where the suppression or obstruction of movement of Vada leads to vitiation of the Vada and reversal of the movement of Vada in the respective srotas, leading to a disease state. So this concept is very very relevant in the current era, especially when people suppress most of the urges. Сдерживание естественных позывов очень тесно связано с концепцией удаварта, то есть неправильного течения ваты, неправильного направления ваты. Обычно подавление таких нужд приводит к тому, что вата блокируется и начинает двигаться в неположенном направлении. Конечно, это в итоге приводит к развитию заболеваний. Это очень характерно для современного общества, когда люди привыкли сдерживать, природные, естественные позывы в угоду своих каких-то нужд. Then there are secondary causes, that means other diseases which can lead to involvement of Hridaya. That include Jwara, Amavada, Vidridi, Kasa, Shwasa, Arshas, and so on. There are so many other disorders that can lead to Hridroga. Также, к сердечно-сосудистым заболеваниям могут, их могут вызывать другие заболевания, то есть ССЗ уже является вторичной проблемой. Например, к таким провоцирующим заболеваниям относятся джвара, амавата, видрадхи, каса, шваса, аршас и так далее. Очень много на самом деле таких состояний, осложнением которых является сердечные проблемы. Also, improperly administered Panchakarma, especially repeated Panchakarmas which are administered improperly, can also lead to disorders of the heart. Интересно, что панчакарма тоже может вызывать проблемы с сердцем. Неправильно проведенная панчакарма, особенно если это делается несколько раз подряд. Then there is reference of Krimija Hridroga or parasitic infections that can lead to disorders of the heart. Usually, modern diseases like Chagas, flukes, cysticercosis, etc., can be considered under this concept. But bacterial infections, viral infections of the heart are also considered under this concept in Ayurveda. Также указывается, что паразитозы могут являться причиной развития сердечных заболеваний. И в аюрведе именно вот в разделе сердечных заболеваний, которые развились ввиду вирусов, как раз кримиджа хридрога является вот частью этой группы. Сюда мы можем отнести болезнь Шагаса, трематоды, цисти- цистицеркоз, прошу прощения. And then there are psychological causes. So we have already discussed the importance or relevance of the mind. So psychosocial factors, personality types, psychiatric disorders like depression and anxiety also can lead to disorders of the heart. Также, возможно, это психологические причины, почему мы имеем проблемы с сердцем. Различные психологические факторы, такие как личность человека, его настрой, депрессия, повышенная тревожность, какие-то социальные факторы. So let us look at the pathogenesis in general of heart disease. These are the important determinants, especially Vada, Kapha, and Rasa Dhatu. The Kapha and Rasa are basically involved because of their seat in the Hridaya. С точки зрения патогенеза есть 3 важных момента, которые мы выделяем. Во-первых, в патогенезе очень большую роль играет вата, а во-вторых, это капха и раса, потому что у капхи и расы обитель — это сердце. So this is a general
pathogenic process that we usually interpret in patients, where there are two possibilities. Either one is overnutrition and the other one is undernutrition. And also, the psychological factors will have a predisposing role in heart disease. Вот такая схема патогенеза обычно имеет место быть, когда мы работаем с пациентами. Как бы выделяются две большие группы. Сердечные заболевания, которые развиваются ввиду сантарпана или пресыщения, чрезмерные напитки, и апотарпана — это, наоборот, недостаток питания. So, in case of Santarpana, the overnutrition leads to increase in the Kapha, Pitta, Rasa, and Medodushti. Later on, this combination can cause obstruction to the Vata, and we know that Vata is someone who doesn't like to be obstructed. So, whenever there is obstruction or avarana, the Vata prakopa happens, and it takes seat in the Hridaya and then lead to heart disease. И если заболевание идет по схеме Сантарпана, то есть пресыщение, это приводит к увеличению капхи, питты, расы и к медодушти. А также все это вызывает блокировку ваты. Мы знаем, что вата не любит, когда ей перекрывают дорогу. Происходит вата прокопа, то есть ее увеличение, и все это оседает на уровне сердца. And in case of apatarpana, whether there is when there is undernutrition, there is dhatu kshaya, depletion of the dhatus, which again leads to vata prakopa, and again this takes seat in the hridaya, leading to hridroga. So either way, vata is a very integral part of the pathology. В случае с апотарпана, то есть недостаточного питания, начинают страдать, истощаться ткани, дхату, и это тоже приводит к увеличению ваты, к вата-прокопа. И все это также ударяет по сердцу. So whenever we get a patient with heart disease, especially ischemic heart disease, obesity, diabetes, etc. spectrum, we look into the etiology in the given patient. So we see whether the patient underwent overnutrition or the patient underwent undernutrition before selecting the type of management or before customizing the treatment. Исследование патогенеза, этиологии заболевания очень важно здесь, особенно у пациентов с ожирением, с диабетом. Какого типа это заболевание? Сантарпана или апотарпана? И, соответственно, здесь мы уже и решаем, каким будет лечение. So next, let us look into the diagnostic approach. So, in case of diagnostic considerations, there are two approaches. One is the symptomatic approach, where we do the symptom analysis of the patient in order to identify the dosha and dosha. И теперь рассмотрим подходы диагностики. Есть, во-первых, симптоматический подход, когда мы анализируем симптомы, которые есть у пациента, для того, чтобы выстроить картинку для себя в плане доша и душья расстройства. We also have to identify the patient specific factors like Prakriti, Bala, Kala, Agni, age of the patient, Sattva Bala, and Satmya in order to customize the treatment. И также мы обязательно рассматриваем все специфические факторы касательно каждого конкретного человека. Это его пракрити, бала, кала, агни, вая, сатва бала и сатмия, для того, чтобы максимально адаптировать свое лечение под индивидуального человека. So, symptomatic approach, I have already explained that we need the symptomatic approach to identify the dosha and dosha, and also to select condition specific medicines, because in Ayurvedic classical textbooks, rather than going through the modern pathological approach, Ayurveda described the disease in the form of predominant symptoms and their respective doshas. So that is why identifying the symptoms and having a good symptomatic approach is very important to plan the treatment.
Симптоматический подход, здесь влияет очень сильно. Я сказала уже, что нам он необходим для того, чтобы выявить, участвующие доши и душья. Также это важно не только с точки зрения подбора медикаментов. Вообще, в целом, если по сравнению, да, с современной медициной, в аюрведических текстах мы видим, что все строится на симптоматике. Мы изучаем очень подробно симптомы, и выявляем доминирующие доши. На этом строится терапия. So the manifestations pertaining to Hridroga can be classified into those factors that manifest in the Hridaya or the chest region and systemic manifestations. Проявление заболевания, ам, проявления заболевания, делятся как бы на 2 группы. Это проявления на уровне хридая или области сердца, а также системные проявления. So a disease of the heart can present in different disease spectrums explained in the classical textbooks of Ayurveda. So some of the disease may present in the Shula Pradhana spectrum, that is pain predominant manifestations. Some other can present as dyspnea predominant, especially disorders like congestive cardiac failure, can present in the Shwasa spectrum. И, важно упомянуть, что сердечные заболевания в аюрведических текстах встречаются в различных, главах, в заболеваниях разного спектра. Например, шула прадхана, то есть, та группа заболеваний, которая объединена с симптомом боль, болевые ощущения, или симптомом одышка, да, шваса, группа заболеваний. And some other disorders can present as swelling or edema as a predominant manifestation. So they come under Shofa Pradhana. And then some disorders can present as cyanosis. So they are Varna Pradhana. And some other disease can present with loss of consciousness. So they may be interpreted in the Murcha spectrum. Итак, некоторые сердечные заболевания, в которых характерной чертой будет, например, отечность, их можно встретить в разделах Шобха-Прадхана. Там, где ярко выражен цианоз, мы можем встретить эти заболевания в главах Варна-Прадхана. Там, где будет потеря сознания, нарушение сознания, такие заболевания мы встречаем в разделах Мурча-Прадхана. And finally, most of the chronic cardiac disorders ends up in a stage of cachexia where there is weight loss. So they may present as a Shosha Pradhana. So why I explain this spectrum approach is because whenever we come to Ayurvedic classical textbooks, there is no separate chapter on cardiovascular disorder or cardiac disorder. Ayurvedic textbooks have explained the disease based on the predominant symptom. So, in order to draw the medicines from respective chapters, we need to have this spectrum approach before planning the treatment. Также часто в случае тяжелых хронических сердечных заболеваний развивается кахексия, сильная потеря веса. И такие состояния, они описываются в Шоша Прадхана. То есть, вы понимаете, да, я хочу сказать, что нет отдельной главы в аюрведических классических текстах, которая бы называлась сердечно-сосудистые заболевания. Есть определенные симптомы у каждого заболевания, которые доминируют, и, соответственно, они описаны в главах, которые посвящены болезням с такими симптомами. И это очень важно, разбираться в этих спектрах сперва, прежде чем назначать, медикаменты. So, let us look into how to assess the dosha when a patient presents with a heart disease. So, if the patient presents with pain, palpitation, shortness of the breath, altered consciousness, tachycardia, swelling, cyanosis, and cachexia, then we have to imply Vata dosha. И как мы определяем вообще доминирующую дошу, по симптомам? Если у нас доминируют болевые ощущения, а, учащенное сердцебиение, одышка,
также какие-то изменения сознания, тахикардия, отечность, цианозы и кахексия, то это говорит о доминирующей вате. If the patient presents with a burning sensation, thirst, excessive sweating, fainting, fever, tikta taste in the mouth, or tikta amla udgara or sore irritations, vertigo, icterus, skin rashes, then we have to imply pitta dosha. Если это ощущение жжения, жажда, повышенное потоотделение, потеря сознания, лихорадка, горький вкус во рту, а также горькая кислая отрыжка, здесь она описывается как тикта амла удгара, вертиго, желтуха, а также сыпь на коже, то это питта. And if the patient has a stony heaviness in the chest, shortness of the breath, breathing difficulties, numbness, tightness of the chest, anorexia, bradycardia, swelling, or even pallor, then we have to imply kapha dosha. Также, если это ощущение тяжести в области сердца, прям как будто камень положили, одышка, затрудненное дыхание выраженное, онемение, чувство скованности в области груди, также анорексия, брадикардия, отечность, выраженная бледность, то это капха. We also should not forget the role of Agni and Ama in the manifestation of Hridroga. So, the Ama can be at the level of Koshta, or Ama can be in the level of the Dhadu, that is Rasa, Rakta, and Medho Dhadu. Также мы не должны забывать о важности агни и амы в таких заболеваниях. Прошу прощения, ама может быть на уровне коштха или же КТ, а также на уровне дхату, тканей раса, ракта и медоса. So, this involvement can vary depending upon the etiology which the patient is exposed to. То, насколько агни и ама играют роль, зависит от этиологии конкретного заболевания. Again, assessing the prakriti of the patient before starting the treatment is very important because prakriti can have a role in the disease predisposition, modification of the disease, determining the therapeutics, as well as it is a prognostic indicator. Пракрити тоже играет огромную роль в назначении лечения, потому что, во-первых, она говорит о предрасположенности к подобным заболеваниям, также о различных модификациях заболевания, она будет определять течение нашей терапии, назначение лечения и будет многое говорить о прогнозах. Next, let us look into the therapeutic approach. So, before starting the Ayurvedic treatment, we have to set the goal of therapy. This is very important. So, the goal may be prevention in terms of primary and secondary prevention, or Ayurveda can be as a mainstay therapy, and in some other cases, Ayurveda is added as an adjuvant or co administration along with the modern medicine. And Ayurveda can also play a role in rejuvenation and rehabilitation of patients who already had cardiac events. By mainstay in therapy, you mean uh, improving of quality of life, like management of the disease, like No, taking it under control? no, mainstay therapy means Ayurveda can be the sole therapy without any modern medications. Мгм. Итак, теперь поговорим про терапевтические подходы. Во-первых, важно определить цель терапии, наши возможности, да, что мы можем, в принципе, сделать. Какие у нас перспективы? Во-первых, аюрведу можно использовать как, метод профилактики, как первичную и вторичную профилактику.
Также аюрведу можно использовать как основную линию лечения без каких-либо вспомогательных средств из современной медицины аллопатической. Или наоборот, аюрведа может идти как вспомогательное средство и вспомогательная медицина вдобавок к применению современных средств. Также аюрведа может быть хорошей восстанавливающей медициной и помогать в реабилитации. Yeah, your mic is off. Your mic is off. Ah, okay, sorry for that. Yeah. Mhm. So in case of preventive approach, usually prevention is done in case of individuals with a family history of heart disease. So primary prevention, especially in terms of diet, lifestyle, and medicines, can be advised for those individuals who are prone for heart diseases. С точки зрения профилактики, первичная профилактика, тогда, когда нет заболевания, но есть сердечные заболевания в истории семейного анамнеза, поэтому очень важно придерживаться правильного питания, думать об образе жизни, придерживаться правильного режима и принимать какие-то соответствующие вспомогательные медикаменты. And in case of secondary prevention, for those individuals who already had cardiac events, we can give Ayurvedic treatments for preventing further complications as well as improve the cardiac function and the quality of life of the patients. Касательно вторичной профилактики, у тех людей, кто уже столкнулся с сердечными заболеваниями, во-первых, аюрведические средства могут помочь профилактировать последующие осложнения, не допустить их и улучшить, в принципе, функционирование сердца, поддержать его. Ayurveda can be a mainstay therapy in case of uncomplicated cases of ischemic heart disease, valvular heart disease, chamber anomalies, as well as peripheral vascular disorders. Аюрведа может быть основным видом лечения и единственным видом лечения, если это несложные, неотягченные случаи ишемической болезни сердца, клапанных болезней сердца, аномалий камер сердца, а также заболеваний периферических сосудов. Ayurveda can be added as an add on therapy or adjuvant therapy in cases of hypertension, ischemic heart diseases, valvular pathologies, chamber anomalies, congestive cardiac failure, and conditions where there is cognitive decline following major cardiac events. Аюрведа может выступать хорошим вспомогательным средством в случаях гипертензии, ишемической болезни сердца, патологий клапанов сердца, камер сердца, при гипертрофиях, при застойных сердечных недостаточностях, а также при различных когнитивных нарушениях, которые происходят в результате сердечных нарушений. And in case of rejuvenation and rehabilitation, we can advise the diet, Ayurvedic diet, lifestyle, yoga, and some of the medicines that are explained under Rasayana concept. В плане восстановления, реабилитации и омоложения рекомендуются корректировки диеты, образа жизни, также йога и различные медикаменты в виде рассаяна. So, line of management include both pharmacological and non-pharmacological approaches. Pharmacological approaches mainly include Shamana, Shodhana, and Rasayana, whereas non-pharmacological approach include lifestyle modifications, exercise, yoga, and Ayurvedic psychotherapy. Стратегия лечения включает медикаментозные методы и немедикаментозные методы. Медикаментозные методы включают в себя терапию шамана, шодхана и расаяна. Немедикаментозные — это образ жизни, это физические упражнения, йога, а также психотерапия и другие способы улучшения ментального состояния. So the general line of management include Nidana Parivarjana, that is avoiding the causative factors, Agni Deepana,
Amapajana, Vada Anulomana, and dosha specific measures as well as correcting the dhatu and srodhas with the help of rasayanas. Общая стратегия лечения включает в себя обязательно недана париварджана, то есть исключение провоцирующих факторов, агни-дипана, ама-пачана, вата-ануломана, также специальные шаманы и шодхана, нацеленные на конкретные доши, и корректировка состояния дхату и шротас посредством расаяна. So this is a algorithm where I will just explain this and later on you can translate. So Nidana Parivarjana, that is a first measure. After that, you check whether the patient has any Agni Mandya or Ama. If yes, then you have to give Agni Dipana measures, and then you explore whether the patient has the fitness for Shodhana. If the patient doesn't have fitness for Shodhana, then you should go for Shamana. Итак, вот основной алгоритм. Сначала мы проводим недана париварджана, то есть наша первая мера, которую мы принимаем, это исключить провоцирующие факторы, которые привели к заболеванию. Затем мы проверяем, а есть ли у пациента проблема с агни, то есть состояние агни-мандья, медленного огня пищеварения, а также присутствие амы. И если да, то мы обязательно проводим Агни Дипана и Ама Пачана. Избавившись от Амы и усилив Агни, мы дальше проверяем, показано ли этому пациенту и рекомендуется ли ему шодхана или очищение. Если шодхана или очищение мы не можем провести для этого пациента, тогда или оно ему не показано, то мы переходим к шамана. You also have to look into whether the features has patient has features pertaining to Udavarta, and if there is Udavarta, then you have to give Vadanulomana measures. Then you go and do again to this step where you assess whether the patient needs Shodhana or Shamana. And once after the Shodhana, again we have to switch to Shamana. And in Shamana, as we discussed earlier, you have to differentiate between patient who is Thula and Krisha depending upon the etiology, and then you should go for the other measures. Также важно, определить, есть ли состояние удаварта. То есть если у пациента проблемы с тем, что вата у него движется, в неправильном направлении. Если такая проблема есть, то мы проводим вата-ануломана. Если мы провели вата-ануломана или если нет вообще с этим проблемы, то опять возвращаемся к этапу, когда мы выбираем, нужна пациенту шодхана или шамана. Если нужна, то проводим шодхана, если нет, то шамана. После проведения шодхана мы так или иначе будем проводить шамана, а уже после шамана мы смотрим, с какой ситуацией мы имеем дело, что это за пациент. Это пациент стхула или крыша. Стхула значит полный, крыша значит худой. И в зависимости от этого мы дальше выбираем наши действия. And then you should identify the dosha specific medicines. We have to give Resa and Rakta Prasadana medicines. Marma Paripalana, that means measures that are advised for management of Marma, as we have discussed that Hridaya is a Marma. And drugs that are having properties of Hridya and Ojasya, that means nourishing the Ojas and Hridaya. And Rasayana and the measures that give Manaprasada or psychological well-being has to be administered as a part of Shamana. На основе этого мы принимаем решение о лечении. Плюс ко всему смотрим на доши, какие доши характерны для этого конкретного случая. Назначаем медикаменты, которые имеют эффект раса, ракта, просадана. Также эффект марма парипалана должен присутствовать в нашей терапии, так как мы сказали с вами, что хридая или сердце — это марма, жизненно важная точка или соединение. Обязательно должны быть методы, которые будут на это хорошо влиять. Назначаем медикаменты группы хридия и аджасья.
Хриди и аджаси медикаменты — это такие средства, которые имеют эффект питания для сердца и для отжаса. Назначаем рассаяна и обязательно мана-прасада, то есть что-то, что будет влиять на психологическое состояние пациента. So this is how you select between Shodhana and Shamana. If the patient has too much dosha, that is Bahu dosha, if more than one Roga Marga is involved, and if the patient has enough fitness for Shodhana, and if the disease is chronic and with complications, you can go for Shodhana. And in other diseases or other conditions where there is Alpa dosha or less dosha, only one Roga Marga is involved, and if the patient is unfit for Shodhana, recent onset diseases without complications, you can go for Shamana. Как мы выбираем между шодхана и шамана? Обычно мы выбираем шодхана, если в каких случаях нужна очистительная терапия. При баху доша авастха, то есть если присутствует большое количество расстроенной доши или их несколько. Также если более чем один путь протекания заболевания характерен для этой ситуации. Также, если пациент, в принципе, по своей конституции подходит в плане уровня своих жизненных сил, балла, также возраста и сопутствующих заболеваний. Вообще, может ли он подвергаться сильному очищению. В хронических случаях проводится шотхана, а также если есть какие-то осложнения. Шамана проводится при альпа-доша авастха, то есть если, одна задействована доша и, нет большого увеличения. Если характерен один рога-марга, то есть, 1 явный путь заболевания. Если человек не подходит для шодхана, и мы не можем ему провести интенсивное очищение ввиду каких-то физических факторов, какие мы уже перечислили, это сила организма, возраст человека, какие-то сильные сопутствующие заболевания. И также ранние стадии. На ранних стадиях тоже проводится шамана, и ее может быть достаточно, и если нет никаких осложнений. So, can I continue for 15 more minutes? Sure, yes, we can continue. Because I initially planned for 1.5 hours, but today only they told me that it's 1 hour. So can I will try to finish within 15 minutes. Uh, mm, if it is okay for me, like it's not a problem, because we Okay. don't have any other Now, what about the webinars parts? after that. So What about if it's not a problem for you, it's no, no? okay. I can continue. But what about the participants? If they are okay with that? I think they will be happy. The Yeah, longer, the better. It's yeah, yeah. usual Then I story. will I just complete this. Okay. Mhm. So let us look into the role of Panchakama in treatment of Hridroga. First is Vamana. Generally, Vamana is contraindicated in disorders of the heart, but it can be done in patients who have good Bala and Kapha predominant diseases. Давайте посмотрим, какую роль имеет панчакарма или шодхана, очищение. Процедуры, такие как вамана, обычно при сердечных заболеваниях противопоказаны. Но иногда бывают случаи, когда ваману можно проводить, например, если бала человека или физическая сила позволяет, и если задействовано много капхи в этом заболевании. Virajana is generally safe, and this is the mostly done Panchakarma in Hridroga because it is one of the safest one that we can do. But we should consider the strength of the patient, and it is equally effective in Pitta as well as Vada predominant conditions. Веречина. Обычно она безопасна, считается одним из самых безопасных методов очищения, поэтому при сердечных заболеваниях широко используется. Единственное, мы должны обязательно обратить внимание на силу физическую пациента, насколько он способен пройти такую процедуру. И веречина одинаково эффективна при питта и вата проблемах.
can measure, especially in Vada predominant conditions. Васти тоже очень важная процедура. Она хорошо помогает, особенно при состояниях вата. And Rektamokshana is generally not done in disease of the heart, but it is done in case of other diseases of the cardiovascular system, especially peripheral vascular disorders. Рак Мокшина. Я бы сказала, что для сердечно-сосудистых заболеваний эта процедура прямо при ССЗ, но при таких состояниях, как нарушение периферических сосудов, она используется, проводится. In case of Shamana, so we have already discussed the Shodhana. Now coming to the Shamana, generally I have already explained that we have to categorize the patient into Stula or Krisha or the lean type. There may be some patients who fall in between where we have to adjust accordingly. So in Stula, usually we have to go for Kapha Pitta Hara treatments, Medo Hara treatments, Rasa Rakta Prasadana, Hridya, Мы Ojasya с and вами обсудили Manaprasada. Шодхана, теперь поговорим про шамана. Я уже сказал, что на этом этапе мы должны смотреть, человек относится к стхула или к крыша, то есть к состоянию ожирения или истощения, или, может быть, худобы. Может статься и так, что это что-то между, не то и не другое. Но тогда мы будем смотреть по ситуации, уже пытаться адаптироваться под этот случай. В случае с тхула, мы будем проводить капха питта хара, лечение меда-хара, раса ракта прасадана, хридия, оджасия, медикаменты, а также мана прасада, медикаменты. And in case of lean body types or Krisha, we have to go for Vatahara measures, Brahmana line of treatment, nourishing type of treatments. Again, the other three, Resarakta Prasadana, Hridya, Ojasya and Manaprasada. В случае с худощавым телосложением, состоянием крыша, это будет вата-хара, брымхана, а дальше точно так же раса ракта прасадана, хридия, аджасия и мана прасада. So these are some of the drugs that we can use, especially single drugs in terms of Arjuna, Manjishta, Pushkaramola, Lashuna, Shilajadu, Hingu. So these drugs we can select based on the dosha predominance in the patient. And in case of polyherbal formulations, we usually use kashayas, arishtas, gudiga, churna, leha, and gridas, depending upon the presenting features in the patient. Among these medicines, Arjuna, Manjishta, could you now specify what dosha is usually Yeah, like? that again, because these drugs, especially Arjuna, have basically Vada Pitta, Manjishta is again Vada Kapha, Pushkara Mula Vada Kapha, and so on. So that I think we can discuss in the later on sessions whenever we deal with the specific conditions. I think we can have this discussion. Yeah, thank you. Медикаменты, которые широко применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях, во-первых, отдельные травы, монотравы и различные комбинации. Среди отдельных трав это арджуна, манджишта, пушкарамула, лашуна, шиладжит, хингу. И доктор говорит, что мы выбираем медикамент или траву, да, в зависимости от того, с какими дошами имеем дело. Арджуна, например, для вата-питта ситуации, манджишта для вата-капха, пушкарамула для вата-капха и так далее. Но говорит, что когда мы будем рассматривать отдельные заболевания, особенно на курсе аюрведической кардиологии, мы будем обязательно разбирать подробно каждый медикамент и для каких дош он подходит. Среди лечебных комбинаций используются такие формы, как кашая, аришта, гутика, чурна, леха и грита. So, regarding the selection of the medicines, this is not a final list. These are some indications that how we can select the medicines. If the strategy is Agni Dipana, then we can go for Vaishwanara Churna, Ashta Churna, and in terms of Kashaya, we can use Guluchyadi Kashaya. And for Ama Pajana, we can use Panchakola Churna, Pajanamrita Kashaya, Shadanga Paniya. And for Vadan Lomana, we can go for Nayopayan Kashaya, Rasonadi Kashaya,
Gandharvastadi Kashaya, Avipatti Churna, and so on. Выбор медикаментов для агни-дипана, ама-пачана и вата-ануломана. Это не полный список, а лишь общие рекомендации. Например, с целью агни-дипана можно применять вайшванара-чурна, ашта-чурна, отвар гудучади-кашая. Для ама-пачана подойдет панчакола-чурна, панча-амрита-кашая, шаданга-пания. Для вата-ануломана целей применяем найопаем кашая, расанади кашая, гандарвахастхади, также авипати чурна и канкая навати. Again, if you want to go for a kapha pitta hara measure in an obese patient, single drugs like Haritaki, Haridra, Pushkaramula, Haritakyadi Churna, Padola Kadarunyadi Kashaya, Pikta Kashaya, etc. can be used based on the availability. For Medohara measure, you can use Shilajadu, Leshuna. So this Shilajadu and Leshuna we use extensively in patients with ischemic heart disease and obesity. Varanadi Kashaya, Varadi Kashaya, Asanadi Gana, and so on. You can just go through this later on, the list. And again, Resa Rakta Prasadana, this is again very important in management of Hridroga because we have already discussed the role of Resa and Rakta in heart disease. So Manjishta, Sariva, Haridra, Chandana, etc. can be used. Также медикаменты, которые можно применять для капха, питта, хара, это харитаки, харидра, пушкарамула, а, харита кьяди чурна, патола катура хиньяди кашая, тиктака кашая. Для медохара используем шиладжит, лашуна. Вот, кстати, шиладжит, лашуна — средства, которые широко используются как раз при ИБС и ожирениях. Также сюда относятся варнади кашая, варади кашая, асанади, гана, трипхала, кугул и так далее. Для раса ракта прасада. Я уже сказала о том, что раса ракта прасада — очень важный эффект в плане хридрога. Сюда относятся манджишта, сарева, харидра, катака, чандана. And also drugs like Hridya and Ojasya, that means those drugs that nourishes the heart and ojas, include Arjuna, Dadima, Ashwagandha, Bala. Then again, polyherbal formulations like Partharishta, Prabhakaravadi, Kshira Bala, Vidaryadigrida, etc. Также используются медикаменты группы хридия и аджасия, то есть они имеют питательный эффект для сердца и оджаса. Арджуна, дадима, ашвагандха, бала — это отдельные травы. И композиции — это партхаришта, прабхакаравати, кширабала, видарьяти грита, дракшади кашая. Then also we have to go for weight reduction measures, especially in patients who are very obese. So regulated fasting, complete fasting is not indicated in heart diseases. So a regulated fasting where one meal or two times meal are restricted, like that we have to go for a regulated fasting. We have to advise a personalized diet. Again, internal measures like kapha medohara measures and external treatments like udvartana or a powder massage is very beneficial. And also, a minimal exercise can be advised for patients who are meant for weight reduction. Также важно работать над снижением веса у тех пациентов, у которых есть с этим проблемы, пациенты с ожирением и полнотой. Проводится лангхана или управляемое голодание, имеется в виду неполное голодание. Вот полное голодание, оно не рекомендуется при сердечных заболеваниях. Обычно идет ограничение до 1-2 приемов пищи в день. Также индивидуальная диета, капха, меда, хара, медикаменты. И среди наружных процедур рекомендуется удвартана или растирание порошком. Физические упражнения также. These are some of the rasayana drugs that we use in Hridroga. Basically, rasayana can be classified into two. One is Srodo Shodhana, that means that which clears the channels. So those include Leshuna, Shilajatu, Nagara,
or polyherbal formulations like Gudanagara, Dashamula Haridegi, etc. And then there are other rasayanas which are nourishing. That means in terms of Hridya, Balya, and Brahmana. The examples include Ashwagandha, Arjuna, and in case of polyherbal, Vidaryadigrada, Ashwagandha Leha, Chavana Prasha, etc. Рассаяна при сердечных заболеваниях. Обычно рассаяны делятся на 2 группы. Те рассаяны, которые имеют шрота-шодхана эффект, то есть эффект прочищения каналов, и рассаяны, которые имеют питающий эффект для сердца. Рассаяна природы хридия, балья и брымхана, то есть питательно для сердца, для силы тела и в целом имеет питающий эффект. И те расаяны, которые имеют шрота-шодхана эффект, это лашуна, шиладжит, нагара. Это отдельные травы. А если композиции, то это гуда, нагара, дашамула, харитаки. И среди питательных расаян это ашвагандха, бала и арджуна, а композиции видарьяди горита, ашвагандха леха и чаванпраш. So, treating the mind is also an integral part of managing heart diseases. So, these drugs can be considered as manaprasada. So, internal medicines, especially nootropic medicines like Brahmi, Shankapushpi, Jadamamsi, etc., can be used depending upon the patient's condition. And external therapies, especially application of medicine on the head in the form of Shiroleba or Shirodhara, counseling measures, so these are very important. Again, yoga and meditation, because we cannot treat the heart without treating the mind. Также важную роль играет мана-прасада, то есть лечение эмоционального состояния, психологическое состояние. Здесь важную роль играют травы наотропы. Это брахми, шинкапушпи, джатамамси можно принимать. А также различные наружные процедуры, шира-лепа, ширадхара, психологическое консультирование, йога и медитация. Потому что если мы не избавимся от проблем на эмоциональном уровне, то сложно справиться с сердечными заболеваниями. Again, yoga and meditation is very important. Especially yoga has been proved to have direct benefit on cardiac functions and the psychological effects of yoga. Meditation, again, an integral part of managing heart diseases. Especially, it has been proven to have a role in neuromodulation, and measures like mindfulness can reduce the anxiety and depression associated with the hridroga. Очень важную роль играют йога и медитация на самом деле, потому что йога вообще имеет доказанный эффект на состояние сердца и сердечной функции, в частности, физиологические эффекты. Медитация тоже выступает очень сильным интегративным инструментом для нейромодуляции, а также эффективно сказывается на улучшении сердечной функции и осознанность, которую дают медитации, значительно снижают тревожность и депрессию. Again, diet. Please go through this list later on. Because of a lack of time, I am not going to in detail about this. But we usually advise staples in the form of shastika shali, rakta shali, lentils like mudga and kulata, meat especially of wild animals, then spices in terms of shunti, yavani, leshuna, milk products especially skimmed milk and buttermilk, that is takra. So these are some of the important dietary advices that we give once the patient has developed a heart disease, especially ischemic heart diseases. Salt, again, we advise them to use Saindhava type of salt. Honey can be used, and castor oil or eranda thaila also can be advised. Советы в питании. В качестве основных гарниров советуют шашти кашали, ракта шали, год хума, то есть пшеница, чечевицу, мудга и кулатха, мясо диких животных, также специи шунти, явани, лашуна, дханьяка, молочные продукты, такие как обезжиренное молоко и молочная сыворотка, такра. Особенно вот такие предписания полезны для ишемической болезни сердца.
Среди разновидностей соли рекомендуется саиндава, мед и касторовое масло тоже полезны. Whenever we advise diet, we also have to advise them to avoid diet that is predominant in lavana, that is salty, tikta, and kashaya rasa, and excessive amla, kshara, ushna dravyas, guru, viruddhahara or incompatible diets, rakta mokshana, excessive rakta mokshana, as well as excessive exercise has to be avoided by patients with hridroga. Избегать нужно питания, которое содержит большое количество лавана, тикта, кашая, раса, то есть соленого, горького и вяжущих вкусов, а также злоупотребление кислым, амла, кшара, ушна, то есть таким щелочным, резким или горячим, острым. Избегать гуру в больших количествах, злоупотребления. Также вирудха-ахара, несовместимых продуктов, ракта-мокша. Имеется в виду злоупотребление или чрезмерное использование. Вьяяма — это чрезмерные физические нагрузки. And when we advise the lifestyle, we have to ask them to follow the Ritujariya and Dinacharya properly. And we have to give them a personalized exercise regimen and also ask them to avoid suppression of natural urges and also to avoid worry, anxiety, and stress. В плане корректировок образа жизни при сердечных заболеваниях рекомендуется следовать риту-чарья и дину-чарья обязательно. Также выстроить персональный режим физических нагрузок, избегать подавления естественных нужд, а также избегать беспокойств, тревожности, стресса. Before concluding the class, I will give you two of the case reports just for highlighting the role of Ayurveda in heart diseases. This is one case of hypertension. A 40-year-old male with mild obesity. The patient had constipation with features of Udavarta. The patient had occasional headache, BP in the range of 150 and 90 on four separate measurements. И для примера хочу поделиться с вами кейсами из клинической практики, которые покажут роль аюрведы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. А, Вот случай. 40-летний мужчина с гипертензией, с легкой степенью ожирения. Его состояние характеризовалось запорами, также признаками удаварта. У него время от времени случались головные боли, повышенное давление 150 на 90, которое было выявлено четырьмя разными, в 4 разных условиях проведения измерения. So, when we assess the patient, the determinants or the diagnostic determinants were the patient was of Kapha Vada Prakriti and the disease was of Vada Kapha Dosha, Rasa, Meda involvement, and Staulya or obesity, and the patient had moderate Agni. So, we plan for a Nitya Virajana, that means Virajana on a daily basis with the Gandharva Eranda for a period of 1 week and with 2 week gap in between. So we give Virajana for 1 week, then we give 2 week gap, and again 1 week Virajana, like that. And afterwards, we gave Ashtavarga Kashaya with Bala Taila for continuous use. And without any modern medicines, the BP became normal within a period of 4 months. Диагностика показала, что он в Капха-вата Пракрити. В заболевании патогенезе были задействованы вата-капха-доша, раса, меда и стхаулья, то есть ожирение. Средний по силе агни, и ему назначили нитья веречина, то есть ежедневная веречина с применением гандхарва эранда на протяжении недели. Затем двухнедельный перерыв, затем снова неделя веречины, и затем снова двухнедельный перерыв. И так на протяжении 4 месяцев. Также он
постоянно принимал аштаварга кашая с бала тайла. И через 4 месяца такой терапии у него стабилизировалось давление без применения каких-либо современных препаратов. This is another case of early ischemic heart disease. A 50-year-old male with a history of exertional dyspnea and chest pain. The patient had type 2 diabetes and dyslipidemia, and the treadmill test was positive for inducible angina, but the patient was afraid of surgical procedures. So he came to Ayurvedic treatment. The determinants were Pitta Kapha Prakriti, Vata Kapha Dosha, Rasa Rakta Medha involvement, moderate Agni. The patient was unfit for Shodhana. So Shamana line of management was planned in the line of Medho Dushti, Prameha, and Avarana. Еще один случай — это случай ранней стадии ИБС. 50-летний мужчина, в истории его болезни был одышка от физических нагрузок, боли в груди, диабет второго типа, дислепидемия, гипертензии не было. Нагрузочный тест выявил стенокардию. А, Также м, у него было питта-капха пракрити, вата-капха доша в патогенезе, раса, ракта, меда, дхату, вовлеченность, средний по силе агни. Не подходила шотхана ему, не была показана для проведения, поэтому мы запланировали шаману. И шаману, нацеленную на меда-душти, нацеленную на проблему промеха и также на варана вата. So the treatment given was Agni Deepana with Vaishwanara Churna, Mrudu Virajana or mild Virajana with Gandharva Taila once in a week for a period of 1 month. Shamana medications, especially aimed at Vata, Kapha, Rakta, and Medha. And later on, Shilajadu Rasayana protocol was followed. 3 cycles of Shilajadu in a fixed dose regime of 20 grams Shilajadu on a daily basis with Triphala Kashaya for 21 days were given to this patient. So one cycle was of 21 days. Like that, 3 cycles were given. Diet, lifestyle, yoga, and meditation was given. There were no recurrence of the chest pain, and the patient had good glycemic and lipid controls. И лечение включало в себя агни-дипана терапию с применением вайшварана чурна, также мриду веречина или среднюю веречину, прошу прощения, мягкую веречину, с применением гандхарва эранда тайла 1 раз в неделю на протяжении месяца. Также шаманы медикаменты, которые были нацелены на вата капха, ракта и меда. Также, принимался шиладжит расаяна, на протяжении 3 циклов. Один цикл — это 21 день. И так 3 раза. Была фиксирована дозировка шиладжита с трипхала кашая. Также диета, образ жизни, йога, медитация. И в результате боли в груди не возобновлялись больше. This is a case where Ayurveda was employed for rehabilitation purpose in a heart disease. So this patient, aged 70, presented with chest discomfort and dyspnea. Triple vessel disease was diagnosed and angioplasty was done to this patient. Post this angioplasty, the patient had slight impairment in memory and other cognitive functions. So here, the concept of Hridaya Marma Abhigada or trauma to the Hridaya Marma was considered, and the line of management was planned accordingly. И следующий случай: мужчина 70-летний, у него был дискомфорт в области груди, также диспное, заболевание тройных сосудов и блокировка левой передней нисходящей артерии, для которой впоследствии была сделана ангиопластика. И вот после этой ангиопластики у него, проявились, легкие нарушения в памяти, когнитивных способностях.
So the drugs which increase the medha or the brain functions, rasa and ojas. So that means the drugs that increase the rasa dhatu or improve the rasa dhatu and ojas were given. And the modern medicines which were prescribed by the cardiologists were continued along with Ayurvedic medicines. So we prescribed Vidaryadi Kashaya, Shankapushpi Churna, and Smriti Sagar Rasa. And after a period of 2 months of the therapy, the patient improved in terms of cognitive functions. А, это Эту проблему мы лечили по логике Хридая Марма Абхигата. Медикаменты, которые мы назначали, должны были увеличить меда, раса, а также оджас напитать, но давались они вместе с современными медикаментами, ранее выписанными как вспомогательные средства. И это были Видарьяди Кашая, Шанкапушпи Чурна и Смрити Сагара Раса. Через 2 месяца такой терапии наблюдалось значительное улучшение когнитивных функций. So let us conclude with the advantages of Ayurvedic treatment. So in case of prevention, long-term adherence to diet and lifestyle in susceptible individuals can lead to prevention of heart diseases. In case of secondary prevention, the Ayurvedic treatment measures can help in prevent the complications of heart disease. And in selected cases, Ayurveda can be a mainstay treatment. And in other cases, we can give Ayurveda as an add on therapy. And also, Ayurveda has an important role in rejuvenation and rehabilitation. All these things we can do with minimal or nil side effects. И давайте с вами подведем итог, что же мы имеем в плане аюрведы. Во-первых, это средства профилактики. В случае первичной профилактики, если мы постоянно придерживаемся диеты и правильного образа жизни, то у людей, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям, явно снижаются риски развить такие заболевания. В случае вторичной профилактики мы снижаем риски развития осложнений. Аюрведа часто может выступать в отдельных случаях как основной и единственный вид лечения определенных сердечно-сосудистых заболеваний без современных медикаментов. Или может выступать как вспомогательная медицина вдобавок к современным медикаментам. Также может выступать как средство омоложения, восстановления и реабилитации. И все это с с отсутствием побочных эффектов или с минимальным неблагоприятным, эффектом. So, before concluding the class, I would also like to highlight the limitations of Ayurveda. So, Ayurveda cannot be administered in acute coronary syndromes, advanced valvular and chamber anomalies, congenital heart diseases, arrhythmias, except a few of them, and infective pathologies. In such conditions, it's always better to go for modern medication. Но я бы хотела выделить и ограничения. Все таки это важно, что аюрведа не может выступать как, единственный метод лечения при острых коронарных синдромах, также, запущенных и отягченных случаях нарушения работы клапанов и, камер сердца, аномалий этих структур, также при врожденных сердечных заболеваниях, а, при аритмиях, за исключением, только лишь нескольких случаев, и при инфективных патологиях. So, thank you for your patient listening. I would like to see all of you in the future classes as well. If there is anything to discuss, we can discuss. Sure. Yeah, also, there is this course starting on May 15. We're waiting for it impatiently. So доктор Мукеш благодарит вас всех за ваш интерес, за терпение, да, потому что лекция у нас чуть-чуть затянулась, но я сказала ему, что чем дольше, тем лучше, потому что всегда у нас люди, скажем так, жадные до знаний, и если лекция затягивается, то это скорее не недостаток, наоборот. И приглашаем вас на обучение к доктору Мукешу, который стартует уже 15 мая. Подробный курс по юридической кардиологии, где мы будем разбирать конкретные заболевания и протоколы их лечения. Перейти на страничку курса можно по QR-коду, который вы видите на экране. Всем спасибо за внимание. До свидания.
Thank you, Dr. Mukesh. See you on May 15. We were happy to attend today's lecture. It was brilliant, so structural, so organized. Thank you. Thank you. Is there any questions that I have to answer or? Just one second. There are many questions. I'm Yeah, if you afraid have we will, time, I can answer if few it's, of them if you have time. Yeah. yeah, okay, but you see, I'm afraid now we are running out of time. Okay. Maybe we could take the questions and answer them after Yeah. the webinar, Yeah. like in written form or audio messages, and we will publish them on our channel in Telegram and so on. Is it Oh, possible yeah. Yeah. Sure. Yeah. that you take Even those questions? even we can have a chat in the WhatsApp. My WhatsApp number Sure. can be. Okay. Okay then. Thank you. Мгм. К сожалению, временной регламент не позволяет сейчас уже, ответить на вопросы в чате, поэтому мы ответим на них, в режиме оффлайн и опубликуем на нашем телеграм-канале обязательно, на канале Education. Thank you so much. See you.